Обычно в программе «Бог в деталях» мы выбираем одну яркую деталь произведения искусства, чтобы рассказать о стоящей за ней большой истории. Но сегодня такой деталью станет целый портрет, вокруг которого сплелись судьбы 4 семей, и в истории которого, как в зеркале, отразилась история евреев Парижа на рубеже XIX и XX веков. Портрет девочки с голубым бантом. Пожалуй, один из самых красивых детских портретов кисти Огюста Ренуара. Эта девочка – это Ирен, 8-летняя дочь богатейшего парижского банкира Луи Каен-Данвера. Каен-Данверы – ашкеназы с немецкими и бельгийскими корнями. Собственно, их так аристократически звучащая фамилия Данвер значит всего лишь из Антверпена. Они переезжают во Францию в середине XIX века. Отец Ирен Луи не только банкир и финансист, но и просвещенный коллекционер, страстно увлеченный французским XVIII веком. Он, например, выкупает и восстанавливает поместье в местечке Шан-сюр-Марн под Парижем, где будет принимать Марселя Пруста, Айседору Дункан и прочих значимых персонажей из мира искусства и литературы. Точнее, принимает не столько он, сколько его жена, красавица Луиза Марпурга из влиятельной итальянской семьи, светская львица и хозяйка престижного салона. У пары 5 детей, 2 сына и 3 дочери. В 1880 году супруги Каэны задумываются о том, чтобы заказать какому-нибудь художнику портреты дочерей, как это было принято среди парижской элиты. И тут на авансцену выходит еще один герой нашей истории – Шарль и Фрусси, младший отпрыск еще одной влиятельной еврейской семьи, на этот раз из Одессы. И Фрусси сделали колоссальное состояние на торговле пшеницей. К 1860 годам они контролируют порядка 80% всего мирового рынка зерна. За успехом торгового предприятия следует открытие своего собственного банка, а затем переезд 2 веток семьи в главные мировые финансовые столицы – в Париж и в Вену. Об истории семьи Фрусси есть прекрасная книга Эдмунда де Валя «Заяц с янтарными глазами». Но нас сегодня интересует только Шарль. Шарль не банкир. Он прежде всего светский персонаж. Бон-виван, художественный критик, искусствовед, коллекционер и друг импрессионистов. И это в эпоху, когда мало кто способен оценить эту новую шокирующую живопись. А еще он друг сердца Луизы Каен-Данвер. Любовные связи вне уз законного брака были совершенно обычным делом среди парижской элиты. И еврейский истеблишмент, который всячески стремился подражать местному светскому укладу, довольно быстро эти вольные нравы перенял. Так вот, Шарль, узнав о желании Каэнов получить портреты дочерей, представил им своего дорогого друга – Пьера Огюста Ренуара, которому как раз не помешали бы и деньги, и, что важнее, известность в этой элитной среде. Ренуару будет заказано 2 картины. Портрет старшей дочери Ирен и двойной портрет ее младших сестер Элизабет и Алисы. Но что-то пойдет не так. Каэнам, адептам классической живописи, ужасно не понравится результат. Ренуару заплатят очень нескоро, заплатят скудно, а картины огорченные родители даже не выставят в парадных покоях своего особняка, а сошлют их куда-то в комнаты прислуги. Оставим их на время там и вернемся к главной героине нашей истории. В 1891 году Ирен Каен-Данвер выходит замуж за приятеля и партнера своего отца Моиза де Командо. Командо – еще одна еврейская банкирская династия. Этих уроженцев Стамбула, переехавших в Париж в 1869 году, называют восточными Ротшильдами. Дед Моиза Авраам Соломон Командо – влиятельнейшая фигура в Османской империи, один из создателей турецкой банковской системы, урбанист и модернизатор стамбульского квартала Галата, где семье принадлежит несколько десятков участков и зданий. На момент свадьбы Ирен 19 лет, Моиз существенно старше, ему 31. Ее мнение, конечно же, никто не спрашивает. Просто 2 влиятельные банкирские семьи заключают династический союз. И этот союз окажется катастрофой. Ирен родит Моизу 2 детей – сына Нисима и дочь Беатрис. А затем, всего через 5 лет после свадьбы, сбежит из дома с конюшем своего мужа – нищим итальянским графом Карло Сампьери, ради которого даже перейдет в католичество. Это вызовет огромный скандал.
Насколько общество того времени смотрит сквозь пальцы на светские интрижки, настолько подобное поведение – оставление семейного очага, смена религии, развод – совершенно недопустимы, особенно в еврейской среде. Долгий бракоразводный процесс закончится только в 1902 году. В итоге Моизу удастся добиться полной опеки над детьми. Ирен получит только право посещения. Моиз посвятит себя воспитанию детей и коллекционированию. Страстно влюбленный, как и его тесть Луи Каен Данвер, во французский XVIII век, он составит одно из самых впечатляющих собраний декоративно-прикладного искусства этой эпохи. Для его размещения он даже полностью перестроит семейный особняк в духе Малого Трианона, дворца Марии Антуанетты. Работы в доме будут закончены к весне 1914 года. Но семье недолго придется наслаждаться в нем спокойными днями. 28 июля начинается Первая мировая война. Нисим, единственный сын Моиза, уходит добровольцем на фронт. Сперва в пехоту, затем в авиацию. В сентябре 1917 года его самолет будет сбит над Алтарингией. Убитый горем Моиз удаляется от дел, закрывает семейный банк и с головой погружается в свою коллекцию. Коллекцию, о дальнейшей судьбе которой ему надо принять важное решение. Сын погиб, дочери его увлечение неинтересно, и он решает. После его смерти в 1935 году особняк со всем его содержимым переходит в Франции на условии превращения его в музей, посвященный памяти Ниссима. Этот удивительный дом, где антикварные шедевры соседствуют с новейшими достижениями прогресса и где Моиз создал свой особый, неподвластный течению времени мир, сегодня один из самых волшебных парижских музеев, работающий как временная капсула. Входишь в дверь и проваливаешься прямиком в прошлое, в начало XX века, когда здесь жила семья Командо, и одновременно в XVIII век, который Моиз так бережно и любовно сумел в нем реконструировать. Между тем, дочь Моиза Беатрис в 1918 году выходит замуж за Леона Рейнака. Рейнаки – еще одна династия банкиров из Франкфурта на Майне, обосновавшаяся в Париже в середине XIX века. Тут надо, конечно же, рассказать, почему все эти еврейские семьи так стремятся в Париж. Дело не только в финансовых возможностях, но и прежде всего в том, что Франция – родина прав и свобод человека, где еще с 1791 года евреи пользуются всеми правами полноценных граждан. Так вот, Рейнаки. Свекор Беатрис Теодор. Удивительный человек. Историк, филолог, математик, юрист, музыкант. Вместе со своими двумя братьями, адвокатом и журналистом Жозефом и археологом Соломоном, Теодор составляет знаменитое трио «Je sais tout» – «Я знаю все», как их называли в парижском свете. Он женат на Фанне и Фрусси, племяннице уже знакомого нам Шарля и его брата Игнаца, которые унаследуют от своих бездетных дядюшек их колоссальное состояние. На эти деньги чета Рейнаков построит удивительное здание на Лазурном берегу – виллу Керилос, своеобразную реконструкцию древнегреческого дома на современный лад, где семья будет проводить летние месяцы. Теодор, как и Моиз, завещает свой драгоценный дом Франции. Вернемся к молодой чете – Леону и Беатрис. Пожив некоторое время с Моизом, после рождения двоих детей, дочери Фанни и сына Бертрана, они переезжают в элитный парижский пригород Нюи. И вот тут мы снова сталкиваемся с портретом Ирен, который бабушка, Луиза Каен, вынимает из закромов и, отряхнув пыль, торжественно дарит внучке Беатрис. В доме Рейнаков Ренуар наконец займет подобающее ему место. Семья обожает эту картину. Настолько, что она в итоге и станет причиной их гибели. 1939 год. Германия нападает на Польшу, Франция и Англия во исполнение своих союзнических обязательств объявляют Германии войну. Предусмотрительный Леон решает перестраховаться и договаривается с Жаком Жажаром, директором Национальных музеев Франции, о том, что произведения искусства из его частной коллекции отправятся в укрытие вместе с шедеврами Лувра, которые Жажар как раз активно запаковывает ввиду возможной будущей эвакуации. Так Ренуар оказывается в замке Шамбор. Германские войска входят в Париж, объявленный открытым городом 14 июня 1940 года. А уже в июле
В оккупированном городе открывается ячейка оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, организации, занимавшейся конфискацией культурных ценностей, прежде всего, конечно, еврейских. На беду портрет Ренуара в 30-е годы успел поучаствовать в 2 выставках, поэтому немецкие бонзы прекрасно осведомлены о его существовании. Летом 1941 года в замок Шамбор прибывает специальная бригада, которая изымает ящики с произведениями из коллекции Рейнаков. Портрет Ирен отберет для своего личного собрания рейхсмаршал авиации Герман Геринг, тонкий ценитель искусства. Позже, впрочем, он выменяет его на некую ренессансную картину. А Ренуар попадет к немецкому арт-дилеру Густаву Рохлицу, активно помогавшему нацистам сбывать краденные произведения искусства. На этом следы его теряются до конца войны. Между тем, в Париже Леон, проинформированный о краже, начинает писать письма по инстанциям. Цитируя все заслуги перед Францией своей семьи и семьи Беатрис, все подаренные государству коллекции дома, он пытается добиться возвращения, я цитирую, «семейного портрета, который имеет для нас особое значение, совершенно не зависящее от его художественной или рыночной ценности». На дворе 41-й, а затем и 42-й год нацистский оккупационный режим и правительство Виши совместно проводят в жизнь разнообразные антисемитские меры. Прекраснодушный идеализм Леона и Беатрис, продолжающих верить в ценности республики, которые больше не существуют, не может не удивлять. Письма Леона принесут результат. Правда, совсем не тот, которого он ожидал. На одну из них, в конце концов, будет наложена резолюция «Да угомоните же этого назойливого еврея». 5 декабря 1942 года к Рейнакам приходит полиция. Дома находятся только Беатрис с дочерью Фанни. Леон и Бертран незадолго до этого успели уехать на юг. Женщины будут арестованы и отправлены в концлагерь Дранси под Парижем. Через 2 месяца к ним присоединятся и мужчины, сданные нанятым проводником при попытке уйти в Испанию. Дранси, преддверие ада, служит основным пересыльным пунктом на пути французских евреев в Освенцим. Большая часть узников не задерживается здесь дольше нескольких дней. Рейнаки проведут в этом проклятом месте многие месяцы. Леон, Бертран и Фанни будут депортированы в ноябре 1943 года, а Беатрис – в марте 1944. Никто из них не вернется обратно. Беатрис погибнет последней, 4 января 1945 года, за 2 недели до освобождения Освенцима советскими войсками. От семьи Командо не останется никого. Но останется наследство, состояние Беатрис, перешедшее ей от отца, и Ренуар. В сентябре 1945 года он будет обнаружен в Германии и затем возвращен обратно в Париж, где на следующий год примет участие в выставке «Шедевры из французских частных коллекций». Там-то его и увидит Ирен, которая благополучно пережила войну под прикрытием своей итальянской фамилии и начнет добиваться его возвращения, хотя, по сути, он никогда ей не принадлежал. «Надеюсь, вам удастся вернуть мне это чарующее воспоминание моей юности», пишет она своим адвокатам. Адвокатам удается, и портрет воссоединяется со своей моделью. После чего Ирен довольно быстро решает, что воспоминание не такое уж и чарующее. И в 1949 году продает его никому иному, как швейцарскому промышленнику Эмилю Бюрле, всю войну снабжавшему оружием нацистскую Германию. Тех людей, кто убил дочь и внуков Ирен. Иногда в деталях прячется не бог, а дьявол. Портрет мадемуазель Ирен Каэн-Данвер – молчаливое зеркало эпохи, свидетель судьбы 4 еврейских семей Парижа, веривших во Французскую республику и ее гражданские ценности. Сегодня выставляется в Цюрихском Кунстхалле в составе коллекции Бюрле. С вами была Ольга Караськова, программа «Бог в деталях». Наше следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».